Вся музыкальная Россия шокирована трагической смертью Бориса Моисеева. Полиция установила, что Борис Михайлович скончался вовсе не от инсульта, как говорилось ранее, а в результате насильственных действий по отношению к артисту. В связи с трагическими обстоятельствами смерти артиста предусмотрена возможность похоронить Бориса Моисеева в закрытом гробу. Несколько часов назад стало известно, что Борис Михайлович перед смертью перенес страшные страдания и мучения. Виновниками смерти доверчивого артиста стали его домработница Елизавета и сосед по лестничной площадке Николай. Концертный директор Моисеева Сергей Горох был арестован по ошибке и сегодня утром выпущен на свободу. Виновники смерти рассказали всю подноготную своего тяжкого преступления. На протяжении последнего года Борис Михайлович жил в постоянном страхе, испытывая страшную физическую боль. Скромный и радушный артист до последнего дня доверял людям и пускал их не только в дом, но и в свое сердце. Преступники сознались, что несколько месяцев заставляли Бориса Михайловича переписать завещание, угрожая ему физическим насилием. Еще несколько лет назад подруга Моисеева Алла Пугачева заявила, что Борис талантливейший артист, но ужасно боится физической боли. Однако самое страшное случилось за неделю до смерти. 30-летняя Елизавета и сосед по лестничной площадке, на которых под их напором Борис Моисеев все-таки переписал завещание, устроили артисту настоящий ад. У Бориса Михайловича отбирали еду и требовали отдать авторские права на исполнение песен. У артиста отобрали сотовый телефон и не давали ему возможность связаться с друзьями. Финал трагической сцены произошел в 6 утра 27 сентября. Рано утром артисту позвонили в дверь, и доверчивый Борис, услышав голос соседа, впустил его в квартиру. Вместе с ним зашла и 30-летняя домработница. Артиста очень сильно напугали и нанесли ему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы. По словам преступников, Борис Михайлович сильно закричал и упал на пол. Через несколько минут он скончался. Виновники смерти уже признались, что цель преступления – это возможность как можно быстрее воспользоваться завещанием и завладеть недвижимостью Бориса Моисеева. По факту трагической смерти Бориса Моисеева возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.